Всем привет! Сегодня за мной заехали друзья неожиданно. Пришлось быстро собраться и выехать на коп. Приехали вот в такое вот место. Это бывший карьер. Вот эта вот вся вот территория огромная. Это бывший карьер. Здесь брали песок лет 15 тому назад. Ну и вот где-то лет 15 тому назад мы с отцом приехали сюда взять песка на нужды. И здесь у отца работал знакомый экскаваторщик. Так он рассказывал, что где-то на глубине 6 метров в целине выкопал 2 деревянных колеса в металлических ободах. Что это были за колеса, неизвестно. Они их погрузили в багажник и сдали на металлолом. Вот так. Но сегодня буду копать возле леса, потому что лес травой зарос, а глубину терять мне неохота. Буду ходить по пожарным полосам, по дороге. Что буду находить, буду показывать. Но сначала найду друзей, что-то где-то они пропали. Уже не видел их больше часу. Хорошо, ребята, смотрим, подписываемся, комментируем, ставим лайки. Приятного просмотра. Звенел сигнал примерно штык. Выкопал ключ. Чей-то ключ. Забираем. Вот, друзья, ямочка. Там, где был ключ. Буквально метра два. Советская монетка попалась. 10 копеек 1961 года. Ну, 61 год меня уже не радует. Обычно пятаки 61 года валяются тоннами. А это 10 копеек 61 года. Надо будет дома почитать про нее. Сейчас, наверное, пойду в машину. Кофту переодену. Дождем намочило. Вот, ребята, каталог 61 годом и 10 копеек. Из этого года, это самый распространенный год, вагонами печатали эти монеты. Более самое редкое это 50 копеек 61 года. А вот 10 копеек стоит вообще ничего. Ну, в коллекцию пойдет, берем. Вот такая выпала манюсенькая гильзочка. Кто знает, что это за гильзочка, напишите в комментариях. Налетела туча, дождем немного накрыло. Комары атакуют со всех сторон. Терпение начинает заканчиваться. Но пока под дождем ходил, минут 30 нарыл монеток, немного украинских ходячек. 10 копеек 2004 года, 25 копеек, точнее 2 штуки по 25 копеек 94 года и советская 2 копейки 1968 года. А сейчас иду по такой дороге и наконец-то попался полезный сигнал. Это, похоже, Белон ранних советов. Наконец-то что-то стоящее. Это 10 копеек 1923 года. Серебро. Это первый Белон за мою историю поиска. Приду домой, очищу, будет блестеть. Вообще шикарная монеточка. 10 копеек 1923 года. Класс.
Чем они примечательны? Тем, что их всегда находишь в отличном состоянии. Ну, это я так по рассказам слышал. А это моя первая такая монетка. Ну и тоже, как вы видите, в идеальном сохране. Дома ее почищу немного и будет блестеть. Класс. Берем. Надеюсь, сейчас дождь закончится. То есть спина мокрая. И еще немного похожу. Какие-то грибочки попались под еловым пнем. Кто знает, что за грибы, пишите. Зацепил, друзья, сигнальчик 72-71. Выпал советик. Похож на поздний, после реформы. Сейчас скажу, какой год. СССР. 3 копейки. 61 год. Год самый распространенный. Ладно, берем, ищем. Выглядывая, друзья, красивый грибочек из-под елок. Похоже на груздью. Или рыжик. Скорее всего, рыжик. Да, рыжик. Рыжик тоже пойдет. Да, рыжик нашел. Рыжика? Да. Ничего себе. Это прям красава. Рыжик. Был сигнал, ребята. Выпала вот такая брошка. Военная. Конечно. Мне просто нужно про нее узнать, что это за вещица. Алюминиевая. И не уколоться. Штычок. Тут у меня улитки на лыжку пасутся. Вкусняшку какую-то едят. Вот. Он. Поймал здесь сигнальчик. Выпала очередная украинская ходячка. 10 копеек. Вон, друзья, ямочка, где только что 10 копеек украинские выпали около улиток. А вот прошелся сюда и выпало советских, кажется, 50 копеек. 61 год. И не поверите, только что о них думал, когда нашел 10 копеек 61 года. Посмотрел в каталог, увидел, что 50 копеек из 61 года самые редкие. И вот чудо, вот они. Бывает же такое. Сейчас посмотрю, сколько примерно они стоят. Да, ребята, и вот это 50 копеек, на которую я сегодня смотрел. Цена 200 рублей. Это где-то примерно около $3 примерно, если перевести. Опасная находка. Даже с перчатки могут не спасти. Руку можно будет порезать. На этот раз повезло. Вот, друзья, здесь было лезвие. Проверил я еще ямку. Парадокс.
Рядом оказалась монетка. Это тоже поздние советы, кажется. 2 копейки похоже. Да, 2 копейки 1967 год. А нет, 10 копеек 1987 год. Берем. Подумал, друзья, чешую выкопал серебряную. Какого-то царя. А это чешуя от бутылочной пробки. Сегодня, друзья, какой-то монетный день. Вроде и монеты не очень интересные, но их много. Поздние советы, ходячки украинские. А хожу вот я по этой пожарной полосе. Очередной сигнальщик поймал, выпало 2 копейки 1969 года. Поздние советы. Забираем. Этот лес, друзья, хранит какую-то тайну. Почти под каждой сосной зарыт вот такие вот платы или микросхемы. Не знаю, что это за микросхемы. Если кто-то из вас знает, напишите в комментариях. 36 70 19 40 JAA 0490. Это все, что на них написано. Да. Может, это золото содержащее. Просто зачем было зарывать эти платы под каждую сосну? В общем, ребята, кто в курсе, напишите, интересно, что это за микросхемы. Вот и сколько здесь сразу колбасных ошметков. Обычно по одной находишь, а это сразу штук 10. И вот, пожалуйста, иду вот по такой дороге. На колее поймал сигнал. Выдолбал его, и виднеется вот такой вот пятачок СССР. Поднимаем. Это у нас, кажется, 5 копеек. 43 год, 1943 год. Сохран хороший. Дома почищу, посмотрю. Берем. Нет, друзья, это не 43 год, а 1948 год. 5 копеек. Посмотрел по цене, тоже где-то около $3 стоит. Но здесь у меня сохран хромает. Ну, в мою коллекцию такая монета пойдет аж бегом. Забираем. Вот где-то здесь, в этом котловане, тракторист вырыл этих 2 колеса. Но, к сожалению, я в то время копом не увлекался. Было бы интересно посмотреть. Итак, ребята, на этом буду заканчивать. Уже вечереет. Друзей своих я нашел, в леску ходили. Показал им, как надо искать. Нашел вместе с ними брошку какую-то и 3 копейки советских. Так, в принципе, сегодня коп, можно сказать, хороший.
Монет было много, всяких разных ходячек и подних советов. Ранний совет один пятачок нашел, очень порадовал. Ну и, конечно же, порадовал Белон 1923 года. Это первый мой Белон. К сожалению, царей сегодня не было. Ну ничего, буду в другой раз. На сегодня я буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.